Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города Днепр. Показываю вам ссылку на полный обзор, для того, чтобы вы могли данный обзор, кому это, конечно, необходимо, скачать себе и, в общем-то, в формате PowerPoint получить, так сказать, данные для дальнейшего исследования, работы или же, так сказать, таких целей, которые вы преследуете, просматривая мои видео. Итак, желтые маркером подчеркну ссылку. Она находится прямо в первом описании или комментарии под данным видео. Хорошего просмотра вам. Возможно, связано. Переходим к следующему слайду. Будем более декомпозированно разбираться с процессами, которые происходили на вторичном рынке, социальное жилье. Перед вами карта. Да, друзья, по поводу социального жилья, давайте пару минут уделю внимание. Я смотрю, просто Google Аналитик дает мне информацию, меня смотрит много людей новых, именно новых. Поэтому социальное жилье – это жилье, которое было построено в период Советского Союза. Многие там мне пишут, что социальное жилье – это жилье, которое там где-то в Европе дают там нищим, там еще кому-то дают. Ну, я ж не про Европу сейчас с вами говорю. И дефиниция социальное жилье возникла тогда, когда действительно это жилье при Советском Союзе давали бесплатно. Я вот за свою жизнь уже, я взрослый тогда был, самостоятельно работал, получил две квартиры от государства. Это Советский Союз был. И когда я уезжал с первой квартиры, я, значит, просто оставил эту квартиру. Тогда прав собственности не было на, ну, на недвижимость в данном случае. Поэтому это и называется социальное жилье. И опять же, для тех молодых и, так сказать, резких людей, которые мне там пишут, что ты показываешь нам, что происходит в хрущебах, в свинарниках, в которых живут тоже нищие и бедные люди. Могу вас огорчить, друзья, с напыщенными, так сказать, губами, которые пишут такие гадости. 85% населения в Украине и жилой фонд, именно 85% составляет жилье, которое досталось Украине как государству после развала Советского Союза, с чем вас могу и поздравить. А если вы там, так сказать, живете в каких-то хороших 25-этажных бетонно-стеклянных домов, то тоже могу вас поздравить с тем, что наконец-то до вас дойдет, что жить в бетонном мешке без света, без воды, но с видом куда-то, да, и видеть, как летят беспилотники, это, наверное, удовольствие еще то. Оно стоило тех денег, которые вы потратили. Ну, это я так отвлекся, потому что действительно, видать, молодежь пишет, они не соображают, у них же клиповое сознание. Но это так. Итак, давайте о социальном жилье. Очень развернуто вам рассказал, что это за категория жилья или класс. Бросается в глаза больше всего, что подорожала недвижимость в индустриальном районе данного класса на 1,15%. Меньше всего подорожало в центральной части города, это у нас Соборный район, да, Соборный район на рост плюс 0,78%. Не, Самарский, друзья, наибольше всего Самарский, но это такой спальный массив. У меня там родственники, кстати, жили до войны. Здесь рост плюс 1,25%. Ну, действительно, такой район так себе. Вот раньше рабочие слободки называли были, да, то есть там предприятия и смешанные с с жилой постройкой. То есть там, да, действительно такой район очень даже. Ну, кто из Днепра живет, лучше меня знает. Переходим к следующему слайду, друзья. Здесь мы очень быстро поговорим о аренде. Красная строка внизу, что произошло за всего лишь 3 месяца, то есть будем сравнивать третий квартал с четвертым кварталом, видим, что рост, как я уже говорил, аренды на 1,37%. Аренда – это социальное жилье. Также взял самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине, и в том числе город Днепр. Следующий слайд, он возник, друзья, благодаря вам. Вы меня просили, покажи, Андрей, что произошло с недвижимостью на протяжении всех 4 лет войны. Ну, уже почти 4 года, 24 февраля, напомню вам,
2022 года началась война. Это поквартальные исследования, самый большой класс рынка недвижимости, социальное жилье, естественно. Итак, март 2022 года это $626 за квадратный метр. Первый год, друзья, снижение достигло там порядка 9-10%. Ну, можете посчитать, да, сейчас не помню, могу ошибаться, но цифры есть, с реперной точки можете посмотреть. Второй год войны, друзья, мы увидели, что рынок недвижимости перестал, в общем-то, как оно называется, показывать динамику снижения. В некоторые кварталы даже было повышение незначительно. Второй год войны, и вспомним, с чем это связано. Это контрнаступление украинской армии. И нам рассказывали, что мы будем пить кофе, война быстро закончится на набережной Ялты. Ну, видите, наверное, рынок недвижимости, так сказать, встал на паузу, то есть продавать себе во время войны такое удовольствие, продаж в любом случае дешевле, поэтому, возможно, с этим это связано, что второй год войны, разрушение инфраструктуры, все же продолжалось еще с более усиляющейся динамикой, да, но рынок недвижимости вот таким образом реагирует на вот эти внешние факторы, которые, к сожалению, люди, которые анализируют рынок недвижимости, не всегда могут угадать или, так сказать, просчитать их, потому что теоретически их нельзя предугадать. Третий год войны был самый тяжелый для рынка жилой недвижимости. Снижение порядка 14% было, видим, да, кривая такая вниз выходит очень резко. Но из какого-то перепуга, друзья, с шестого месяца, это у нас июнь месяц, видим, да, то есть со второго квартала, первый квартал еще 2025 года мы наблюдали снижение, вот здесь некое дно такое, да, и вот со второго, да, второй квартал, шестой месяц, это у нас июнь месяц 2025 года, на протяжении уже 3 кварталов мы видим, что город Днепр показывает нам положительную динамику роста, не только, друзья, по классу социальное жилье, и даже по коммерческой недвижимости в том числе, и по земле, и по участкам земли. Все вот это мы видим динамику. То есть кто раскачал настроение, так сказать, продавцов, можно только предполагать, что мы в целом по Украине видим с января месяца, как во всех крупных городах-миллионниках начался необоснованный, ну, с точки зрения экономических процессов, которые происходят в стране, рост жилой и коммерческой недвижимости. Возможно, люди, которые проживают в Днепре, так сказать, ну, человек же, как он, стадное общество, он смотрит в Харькове, еще ближе к фронту, стоимость растет. А что у нас она падает? Ну, я как пример говорю, возможно, я ошибаюсь, напишите. Но, отвечая на ваш вопрос, подорожала ли, подешевела недвижимость, период сравнения 4 года почти, видим снижение, то есть реперные точки можете сами посмотреть, 626 это у нас март 2022 год и декабрь 2025 года $552 за квадратный метр, что показало нам ну, почти 12% снижения. Это немного, друзья, но именно так ведет себя рынок. Я удивляюсь специалистам, которые, в общем-то, публикуют тоже подобные, ну нет, не подобные, но что-то анализируют, и у них сплошные крайности. То рынок обрушился на 70%, то он вырос на 100%. Но, друзья, рынок недвижимости, он не ведет себя как фондовый рынок. И это большое заблуждение вот этих экспертов, которые рассказывают, что вот рынок недвижимости ведет себя как вот эти качели, то вверх, то вниз. Я за длительный срок исследования рынка недвижимости не только, так сказать, в городе Днепре, по всей Украине, и даже мы уже за границей занимаемся, никогда не видел, чтобы рынок недвижимости в одну секунду мог или за день, за два там, показать динамику снижения 70%. Так не бывает. Переходим к следующему слайду. Здесь мы очень быстро проговорим квартиры эконом-комфорт бизнес-класс. Это вторичный рынок, друзья. Средняя стоимость $795, подорожал на 0,63% за месяц. Переходя к первичному рынку, мы видим, что эконом-класс жилье самое недорогое. Это жилье, напомню вам, которое не сдано в эксплуатацию, и, скорее всего, оно не сдастся. Но я так предполагаю. Возможно, я опять же ошибаюсь, напишите.
но рост 1% практически за один месяц. Переходим к следующему классу, это также первичный рынок, комфорт бизнес-класс. Здесь, ну, вы заметили отличие, да, в 2 раза стоимости и снижение здесь минус 0,17% за месяц. Кстати, вы можете посмотреть в разрезе административных районов, как очень сильно меняется стоимость квадратного метра. И, естественно, снижается в процентном соотношении всего лишь за месяц. Ну и следующий слайд. Здесь элитный класс жилья. Видите, 3 района административных осталось. Компании-застройщики строят только в 3 административных районах. Но это центральные районы, Шевченковский, центральная часть там. Соборный – это центральный район. Только в этих локациях строят с теми характеристиками техническими жилье, которое относится к элитному классу. Также отличается, видите, достаточно сильно стоимость квадратного метра одного и того же класса в зависимости от локации. Все, друзья, закончили, так сказать, говорить о погоде рынка недвижимости на декабрь месяц, то есть сравнили, посмотрели.